Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале Айрони. Сегодня подведу итоги моего годового сухого голодания. Вы не обращайте внимания, если вдруг у меня открыто окно, будут какие-то звуки или залетят какие-то животные, так что, просто очень жарко, поэтому имейте это в виду. Сегодня будет информативное видео, я сделала пометки и буду заглядывать обязательно, потому что всем взрослым, особенно тем, кому уже за 50, я думаю, что будет очень полезно послушать внимательно, если вы захотите очистить и омолодить свой организм. Поэтому прошу всех послушать внимательно. В таком деле не должно быть никакой спешки и суеты. Уберите все отвлекающие вас предметы, телефоны там и послушайте от начала и до конца. Старалась ничего важного не упустить. Для нетерпеливых тайм-коды я все-таки оставлю под видео, но я рекомендую послушать все. Прошел год, как я на сухом голодании. То есть это не значит, что я целый год без еды и без воды, но я почти каждую неделю была на 36-часовом сухом голодании, на жестком. Все спрашивают, почему жесткое? Оно не жесткое, наоборот, хорошее. Не я придумала это название, оно только делит, так сказать, просто сухое голодание, когда ты принимаешь душ и можешь полоскать рот, и на то, которое делаю я, когда нет вообще никакого контакта с водой эти 1,5 дня. У меня получились перерывы в связи с праздниками за этот год, праздниками с другими обстоятельствами, в общей сложности 4-5 недель где-то я пропустила, но решила подвести все-таки итог. Тем не менее, прошел именно год с начала первого дня, как я практикую. И я могу уже для себя сделать выводы, что мне это дало. Ну и для тех, кто собирается сухое голодание практиковать, это очень будет полезная информация. Сейчас перечислю реакции организма на сухое голодание, что изменилось во мне. Запах пота отсутствует полностью. Нет запаха изо рта во время голодания, даже когда ты не чистишь зубы. Язык чистый, нет никакого налета. В день голодания я могу спокойно работать, концентрироваться, и меня вообще не отвлекает тот момент, что я как бы без топлива, да, я даже не вспоминаю о том, что я не ем. Прекрасно работает кишечник, правда, я и раньше не жаловалась, но сейчас лучше. Если вы на легкой пище, вообще, вы, может, вегетарианец, или вы на легкой пище, то вам практически не надо специально очищать кишечник перед входом. Если у вас все работает четко в животе, вы не нагружали организм тяжелой едой накануне входа, то все нормально пройдет, не надо чиститься. И если вы едите мясо, то лучше за день до входа тоже посидеть на растительной пище. Не обязательно, но желательно. Я ни разу не болела простудой, даже намека не было. Нет насморка, кашля, температуры, озноба, ничего нет. После первого голодания, это является для меня до сих пор чудом, прошла мигрень, которая мучила меня много-много лет. Есть видео подробное про мигрень в плейлисте, про сухое голодание найдете. Я знаю, что это огромная проблема для многих, особенно для женщин. И какая перезагрузка организма произошла только за один раз. Очищалась я тогда, вот в первый раз, Шанг-Пракшаланой. Может, это как-то повлияло на то, что все прочистилось и нет мигрени, не знаю, но факт. За год у меня не было ни разу мигрени. Моя врач сейчас в отпуске, я схожу к врачу, как она приедет, на контроль, потом сделаю видео и расскажу вам, что и как. Очень хорошо сплю, когда вхожу в пищевую паузу. Не могу уже даже выпить ни глотка кофе или чая, если там есть сахар. Меня начинает мутить от этого. У меня пропал этот мой энергосберегающий режим в день голодания, о котором я вам рассказывала. Теперь я абсолютно в нормальном состоянии. Но прошел почти год, как я достигла вот этого эффекта. Почти полностью ушло из рациона мясо. Я просто очень редко его хочу. Перешла на рыбу. Часто хочется именно жирной рыбы, или я насыщаюсь овощами, мне больше не надо. Колбасу вообще перестала есть по утрам. Я любила бутербродики с колбасой или паштетом, помидорами, там, зеленью. Больше не хочется пока. Хлеба ем совсем мало, но булочки иногда ем с удовольствием. Совершенно перестала есть птицу, вот курицу. Яйца остались в рационе. Очень любила молоко, сейчас вообще употребляю очень мало
молочных продуктов, но стала есть сыр, творог иногда ем. Раньше этого не было. При том, что я ем все, что мне хочется, я ем мало. В 3 раза меньше, чем раньше. И это не каким-то насильственным способом я себя там ограничиваю, а просто очень быстро насыщаюсь. Мне не хочется уже чувствовать вот это лишнее перенасыщение организма. За компанию я уже не буду пить или есть, как раньше, и поэтому вес не растет, а уменьшается. Ну, могу выпить чашечку кофе с пирожным, маленький тортик. Ну, шучу. Нет, конечно. Какой-то внутренний стоп появился. Я даже могу оставить на тарелке еду, чего раньше никогда не было. Нас учили всегда доедать. И теперь изначально я кладу себе в тарелку 1 ложку жареных баклажанов, допустим, да, 2 ложки салата, 1 картошечку, кусочек рыбки. Раньше я могла наполнять эту тарелку раза по 3 и съедать сразу полкурицы. Было дело. В общем, вредные продукты сами собой уходят из рациона. С весом происходит вот что. За день голодания и день выхода я теряю обычно по 3 килограмма в среднем. В остальные дни, когда я ем, я набираю где-то 2 килограмма 500, допустим, да? И потом опять вес снижается за день сухого голодания. И таким образом, по несколько грамм, по килограмму, я снижаю вес без диет и ограничений. На выходе мне хочется сочных фруктов. Ну, мне так хочется, некоторые по-другому себя чувствуют. Можно есть овощи, но меня тянет именно на фрукты или вареные овощи в виде овощного супчика. Он мне как-то очень быстро восстанавливает такое чувство полного удовлетворения в животе. Можно летом, например, холодный постный борщ. Ну, мне она нравится, я ем без сметаны, конечно. Или, знаете, такой холодник, там свекольник, как он называется, тоже. Дома всегда должны быть соки на день выхода, овощи и фрукты для смузи, вот, чтобы вот в этот рацион у вас был. При сухом голодании, я уже говорила об этом, могут пропасть лишние продукты. Это надо учитывать и на эти 2 дня просто не покупать еды. У кого есть дети, они, возможно, это поедят, но учитывайте этот момент, чтобы у вас просто не пропадала еда. Еще наблюдение. Я не могу есть пищу, кашу, например, гречневую, если она постояла в холодильнике 2 дня. То есть она в совершенно нормальном состоянии, но я стала безжалостно выбрасывать такие продукты. Раньше мне было жаль приготовленных пельменей, например, и мне не хочется, но я их съем, потому что жалко выбрасывать. Теперь я стараюсь готовить минимальными порциями, чтобы ничего не оставалось на завтра, потому что продукты выбрасывать я не люблю. Теперь я не замечаю день голодания, он проходит как обычный день. Нет слабости, нет желания пить или есть. Я смогу спокойно говорить о еде, смотреть кулинарные рецепты, каналы. И мне ни разу не хочется пойти что-то поесть. Я могу спокойно приготовить сыну еду и насладиться запахом этой еды и не захотеть ее. В первые дни или даже месяцы вам по привычке якобы хочется есть и пить. Как же без воды, потом это проходит, и вы пьете просто воздух. Если вы захотели пить, сразу лицо в окно или на улицу идите, и все пройдет. Обострено обоняние. Ты слышишь очень четко аромат банана, груш, ананаса, арбуза, мяты. Вот прямо издалека, как вот собака или животное, ну, в хорошем смысле этого слова, ты наполняешься вот этим вот запахом. Вот сейчас у нас тут рядом аллея, она вся в липе, и вот такой очень густой, сильный, питающий запах ты ощущаешь. Значит, кожу нужно иногда чуть больше увлажнять. Например, после выхода я делаю увлажняющие маски, ну и то не всегда. Я стала более гибкая, как в молодые годы. У меня меньше напрягаются вот мышцы здесь, вот, да, когда я работаю, у меня здесь болят. Я пропускаю 2 дня приема моих таблеток от давления каждую неделю. В день голодания все сухие места на коже становятся мягкими. Когда начинаю есть, они опять становятся сухими. Вот локти, например, это интересно. Я как бы прослежу, от чего они становятся опять сухими. Очень странно, но у меня уменьшился страх перед пауками. Я связываю это с очищением мозга. Я их ужасно боялась, а сейчас я даже могу взять салфеткой и выбросить в окно. Улучшилась память. Объясню. То, в чем я не разбиралась, какие-то цифры, телефоны и так далее, я как не могла запомнить, так и не могу. Зато то, что меня интересует, я стала очень
даже хорошо запоминать, лучше и больше. Ты четко видишь ситуацию, это я про себя говорю, ну так вот, ты четко видишь ситуацию, ты понимаешь, что тебе делать, и ты уверен в том, что ты делаешь, это правильно именно для себя, потому что ты чувствуешь, больше чувствуешь. Ты присутствуешь в своей жизни сейчас. И это не так, что у тебя в голове, например, мысли о каком-то проекте, ты в этот момент там что-то готовишь, и, естественно, ты режешь себе палец, потому что твои мысли были заняты другим. Ушла спешка не в плане, что ты стал черепахой, а в плане, что нет вредоносной для вас же суеты. Многое начинаешь очень четко осознавать и замечать. Например, я не обращала внимания на птиц, на их пение. Мне нравилось, да, у нас птиц полно, все время щебетание, какие-то там звуки. Мне это нравилось, и все. Теперь мне приходят в голову образы. Образы приходят готовые, как короткометражный фильм или как клип ты посмотрел, и тебе все стало ясно. Так вот, птицы за окном у нас начинают петь где-то в 3 часа ночи, очень активно. Я поздно иду спать, я их слышу. Некоторые люди не могут заснуть от этих песнопений, мне нравится. И вот я слышу их разные голоса, они каждый поют свою песню, но нет какофонии. И все эти песнопения переплетаются, и я ясно увидела птиц, как музыкантов, настраивающих свои музыкальные инструменты перед концертом. И они все уже в 3 часа ночи готовятся к встрече с прекрасным и главным в их каждодневной жизни. Они готовятся к гала-концерту, встрече с солнцем. И еще, я вдруг поняла значение выражения «матушка Земля». Вернее, я не поняла, я его прочувствовала. Прочувствовала, что вот она, матушка эта земля, всегда рядом, всегда под ногами. И она в состоянии, если ты ляжешь на траву, она в состоянии дать тебе сил, напитать тебя своей энергией, пропустить через тебя свои целебные импульсы, принять у тебя твою усталость, озабоченность, напряженность. Вот такое безвозмездное благо. И ты это можешь сделать в любой момент. Главное твой настрой. Если нет возможности полежать, можно походить босиком по земле, обнять дерево, зарядиться энергией. Ну, деревья, я все время с деревьями обнимаюсь и подзаряжаюсь от них. Роса мне очень нравится, ходить по ней. Но про землю, вот про ее влияние на нас таким образом почему-то прочувствовала только сейчас. Если вы чем-то заняты творческим, пишете, что-то рисуете, шьете, мастерите, у вас освобождается на это 4-5 часов времени точно, потому что вам не надо идти готовить, есть. Вы занимаетесь своими делами, слушая музыку, вообще не будете вспоминать о еде. Вы заняты, ваши руки заняты. В день входа сухого голодания и выхода у меня нет головных болей, какие были поначалу. Мигрень у меня прошла сразу, но тупая такая противная головная боль вначале присутствовала иногда. И была слабость, хотелось спать, немножко такое замутненный такой рассудок. И вот этого всего нет. Даже если ты хочешь спать, ты ложишься и спишь там пару часов, если тебе хочется. Но у тебя ясный ум, у тебя спокойное состояние организма. На следующий день после выхода прет колоссальная энергия. У меня, во всяком случае, можно горы свернуть, но тоже надо соблюдать меру, потому что потом можно сильно устать, потому что ты не можешь рассчитать, в общем, свои силы и чересчур активный. В голове моей море идей, и идеи эти, как бегущая строка, только успеваю их записывать или запоминать каким-то образом. Во время сухого голодания всегда быстро засыпаю и хорошо сплю. Я вообще люблю посмотреть что-нибудь там на сон грядущий или почитать, но именно когда идет практика сухого голодания, я ложусь, выключаю телефон, открываю окно и сразу же засыпаю. Будет очень полезно для организма в день голодания активно прогуляться или пробежать трусцой, или помахать не тяжелыми гирями, постоять в планке или сделать несколько упражнений с растяжкой. Вот что вам нравится, чуть-чуть совсем. Несколько минут буквально, в удовольствие. Лучше, конечно, быть на воздухе. Так как мы не пьем воду, мы пьем воздух. Запах цветов, сейчас лето, так что лучше пойти погулять. Тем более обоняние у нас сейчас обострено. Вот этот запах роз, запах, вот у нас в парке цветут сейчас розы, и эти, как их, шиповник. Вот это
прям этот запах пьешь. Такое удовольствие. Значит, так, поехали дальше. Распорядок выхода. В день выхода я не жажду вот напиться водой. Я очень спокойно наливаю себе воды с лимоном, медленно пью без желания наполнить побыстрее организм водой. И заметила, что я не пью каждый час по стакану воды или воды с соком, как в принципе предписывается, да. Мне не хочется такого количества воды. После 12 я ем овощной супчик, еще люблю сок томатный попить, перестала пить вот этот капустный сок, видимо, я его напилась уже просто, я его пью с удовольствием, но как-то вот перешла больше на томатный. Я пью с утра вот где-то стакана 4 воды в течение пары часов, больше мне пить не хочется. Часа в 3-4 я ем фрукты, и уже вечером мне хочется выпить травяного чая или съесть супчик, если вдруг я голодная, или фрукта. Но, как правило, я есть не особенно хочу. И я съедаю, например, 2 груши или там арбуз, апельсин, и больше мне не хочется. То есть очень быстро насыщаешься. Что я еще наблюдала? Давление не снижается, вернее, верхнее давление стало лучше, но нижнее до сих пор повышенное. Зрение не улучшилось, но у меня от стресса катаракта. Я думаю, что если у вас близорукость или там другие проблемы, то они должны были пройти, по идее, или пройдут, если вы будете дальше делать. Женщинам в критические дни, кстати, не стоит практиковать сухое голодание. У меня появилась аллергия на растения какие-то, хотя я ни разу не аллергетик. Ну вот чесался нос и глаза слезились. Было, а потом прошло быстро. Вот посмотрите на меня и вот сделайте вывод. Мне 54 года. Я же не выгляжу на 84 года. И вы видите по своей внешности сами в зеркало, потому что через экран не всегда это передается, как отражается на вашей внешности и на вашем самочувствии то, что вы делаете. Правильно это или нет? Вы же чувствуете, лучше вам или нет. Потому что, почему я об этом говорю? Собираются теоретики очень часто, которые никогда не практиковали сухое голодание и начинают тебе рассказывать, что без воды у тебя отвалятся почки, высохнет кожа, ты постареешь, остановится сердце и так далее. Или вот еще мне нравится, мозг отсохнет, то есть ты поспал без воды, и надо утром быстрее выпить стакан воды, а то у тебя отвалится, нет, не отвалится, отсохнут мозги. То есть, а если человек попадает в условия, например, где он 2 недели не ест ничего и пить ему особо нечего, он же не умирает, и он часто не заболевает, то есть он в нормальном состоянии, я имею в виду, восстанавливается быстро, а вы не задумываетесь над этим. То есть это я тем, кто очень скептически к этому относится. Или, например, надо обязательно пить воду, чтобы быть молодым, надо пополнять вот запас воды. Я всегда пью очень мало воды. А если выпью много воды, я как гипертоник буду страдать еще от более высокого давления, во-первых. И во-вторых, если напиваться по 150 литров, как они не все советуют, воды, я не знаю, как у вас морщины разгладятся, каким таким образом. То есть настолько будет отекшее лицо, что разгладится морщины, ну какая-то ерунда здесь. Надо следить за тем, как на вас отражаются именно все эти процессы. И потом полезно быть в таком состоянии, как, например, когда вы влюблены, или занимаетесь очень страстно любимым делом, рисуете, как я, или пишете запойно книгу, или еще что-то делаете, музыку слушаете, которая вас питает. Не знаю, как вы, вот когда я слушаю музыку, которая мне нравится, в этот момент я рисую не заказ, допустим, какой-то конкретный кому-то, а для себя. И вот мне в этот момент я не вспоминаю ни о еде, ни о воде, ни о сне, ни о отдыхе. Меня переполняют силы. И откуда они берутся, уж точно не из еды, которую многие считают, надо обязательно сожрать, иначе умрешь, истощишься и заболеешь. Я так говорю, при этом я очень люблю поесть вкусно, но просто надо выбрать для себя вот именно эту меру и иногда делать воздержание от этой еды. Я человек любознательный, я люблю проверять на себе, буду делать и дальше практики, которые меня интересуют, потому что постепенно, очищаясь, ты возвращаешься к своей исходной точке, где ты был еще чист. Слова песни вспоминаются. Когда ты был мал, ты знал то, что знал, и собаки не брали твой след. Теперь ты открыт, ты отбросил свой щит,
ты не помнишь, кто прав и кто слеп. Я, честно, я не помню все слова, я прям найду эту песню и вставлю, потому что она идеально, почему-то всплыла у меня сейчас в голове, и она идеально подходит в этот контекст. Так, поехали дальше. Я стала все свои пищевые паузы и спорт, который не особо люблю по большей части, посвящать чему-то, каким-то конкретным достижениям и желаниям. Тогда это действие превращается в ритуал, потому что вы вкладываете туда силы и время, и ваши цели будут быстрее воплощаться. Вы получаете больше удовольствия от процесса в этот момент. И, например, если вы стоите в планке или вы бежите, посвящайте это конкретное действие чему-то, чего вы хотите иметь. И не думайте о том, как вам это трудно и неохота делать. И здесь нет предела вашей фантазии. Посмотрите, что будет происходить. Сухое голодание стало частью моей жизни, рутиной, как чистка зубов. Вот только так будет результат, если вы будете каждую неделю практиковать 36-часовое голодание или, например, раз в месяц, если вы голодаете несколько дней. Если вы голодаете до недели, то у вас точно не будет никогда никаких паразитов, изжоги, вздутий и так далее. Помните, что день, прожитый без еды, увеличивает вашу жизнь на 3-4 дня. Для меня это аргумент и доказанный факт. Я чувствую себя лучше, легче, ум более спокойный, не беспечный, а именно спокойный. Я перестала куда-то лететь на всех парусах, я стала себя чувствовать здесь и сейчас, и на 100 дел стараюсь не распыляться, а то я люблю делать несколько дел одновременно. В общем, мне нравится сухое голодание, у тебя повышается такая детскость восприятия мира вообще. Все, мои дорогие, на этом я заканчиваю видео. Все видео вы найдете в плейлисте «Сухое голодание». Я всех вас целую, обнимаю. До новых встреч. Пока.